Вы когда-нибудь чувствовали, что внутри вас словно бушует что-то непонятное? Почему вы вдруг плачете, когда, казалось бы, нужно злиться, или смеетесь, когда на душе темно и грустно? Что, если ваши эмоции– это не просто хаос и не случайные всплески настроения, а скрытый код, зашифрованное послание, которое ваш мозг постоянно отправляет вам, чтобы сообщить нечто невероятно важное и побудить вас к действию? Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Пашник, и вы на канале «Психологика человека». Большинство людей воспринимают эмоции как нечто, что с ними просто случается, как неконтролируемое цунами, которое либо захлестывает, либо накатывает, либо вообще непонятно откуда берется. Нас с детства учили не плакать, не злиться, говорили «ты как маленькая», и в результате мы научились эти сигналы игнорировать, подавлять, а порой даже стыдиться их. Причем подавление происходит не только под влиянием внешнего мира, но и благодаря нашим внутренним телохранителям, психологическим защитам, о которых мы говорили с вами в прошлом видео. Но представьте себе, вы ведете машину, а на приборной панели что-то загорается. Представьте, что это индикатор топлива. Вы же не будете его игнорировать, не будете пытаться его отключить или забыть. Нет. Вы поймете, ага, бензин заканчивается, пора заправиться. Или сгорелась лампочка масла, значит нужно проверить уровень масла. Вот так же и эмоции. Они– это не хаос и не наказание. Эмоция– это важнейшие, жизненно необходимые сигналы от нашего внутреннего «я», от нашей психики. Это наша внутренняя приборная панель, и каждый ее индикатор, каждая эмоция сигнализирует о какой-то важной информации, о наших потребностях, о том, что происходит внутри нас или вокруг нас. Этот язык, на котором наш организм и наша психика сообщают нам о своем состоянии. И если мы игнорируем эти сигналы, то рано или поздно столкнемся с проблемой, как машина без бензина. Но почему же мы так искусно научились игнорировать этот секретный код? Почему так часто вырубаем эти индикаторы? Причин много, и мы о них уже немного говорили в контексте родительских посланий и защитных механизмов. Но сегодня мы разберем еще несколько причин и более широко посмотрим уже на то, о чем говорили ранее. И первая из таких причин– это социальные прошивки. Нас с детства программируют на подавление. Помните, мальчики не плачут, девочки не злятся, хорошие люди всегда радостны. Мы усваиваем, что быть эмоциональным– это неправильно. Вторая причина– это страх осуждения. Мы боимся быть слишком эмоциональными, неуместными, слабыми в глазах других людей. Еще одна причина– это незнание языка эмоций. Никто не учил нас в школе, что такое грусть, кроме как плохо, или что гнев– это не всегда агрессия. Мы просто не знаем, как эти сигналы расшифровать. Четвертая причина блокировки эмоций– это защитные механизмы, опять же. Иногда подавление эмоций– это наша бессознательная попытка защититься от боли. Как мы говорили в прошлом видео, психика пытается спрятать то, что ей кажется слишком сильным или угрожающим. Если вы читали мой бесплатный гайд о защитных механизмах, кстати, скачать его вы можете по ссылке в описании под прошлым видео, то в этом гайде мы говорили о таком защитном механизме, как десенсибилизация, когда человек просто отключает чувствительность, чтобы не чувствовать. А еще это может быть вытеснение, когда мы не просто забываем о неприятных эмоциях, или же это может быть отрицание, когда мы отказываемся признавать существование той или иной эмоции. Важно понимать, что когда мы подавляем эмоции, они никуда не исчезают, они просто превращаются в бомбу замедленного действия или в вирус, который продолжает работать в фоновом режиме. Эмоции могут проявляться в виде трансформированных форм, а именно в виде тревоги, депрессии, необъяснимой усталости, психосоматических заболеваний, а порой в виде внезапных неконтролируемых вспышек. Это как если бы ваша приборная панель мигала красным, а вы натянули на нее черный чехол. Лампочку не вижу, значит проблема решена.
Но давайте попробуем расшифровать все-таки этот секретный код эмоций. В психологии выделяют несколько базовых или универсальных эмоций, которые распознаются культурами по всему миру. Это как основные цвета, из которых потом смешиваются все остальные оттенки. Эмоция гнев. Его послание очень четкое. Мои границы нарушены. Или что-то идет не так, как должно. Гнев– это мощная энергия для изменений, для защиты себя или того, что для вас важно. И когда вы чувствуете, что с вами поступают несправедливо или что кто-то пересекает вашу личную черту, то поднимается именно он, гнев. Он дает вам силу сказать «нет», отстоять себя, изменить ситуацию. Так что, когда вы очень долго пытаетесь справиться с какой-то задачей, а потом кто-то без спроса ее меняет или обесценивает ваш труд, то поднимается именно он, тот самый внутренний дракон гнева. Эмоция страх. Страх всегда сигнализирует, есть угроза или нужна безопасность. Страх предупреждает нас об опасности, мобилизирует ресурсы для бегства или для борьбы. Пресловутое «бей или беги». Это может быть страх перед реальной физической угрозой или же страх перед публичным выступлением, который предупреждает нас о возможной оценке, критике, потенциальном позоре. Здесь потребность этой эмоции, которую нужно реализовать, в безопасности, в защите, в информации, в подготовке. И, конечно, тот самый инстинктивный страх, который настигает нас утром, когда звонит будильник, и ты вдруг понимаешь, что рабочий день-то уже начался. Эмоция грусть. Это ощущение, когда что-то важное потеряно или какая-то потребность не удовлетворена. Это сигнал о потере, разлуке, разочаровании, несбывшихся надежд. Грусть позволяет нам принять потерю, получить поддержку, дать себе время на восстановление и оплакать. Кстати, это как если бы вы очень ждали долгожданную встречу, а она вдруг отменилась. И вот она, та самая чистая, неприкрытая, хоть и мелкая, но грусть. Эмоция радость. Она говорит, моя потребность удовлетворена, или что это хорошо для меня. Радость– это подтверждение того, что мы на верном пути, что наши действия приносят удовольствие, и мы получаем то, что нам нужно. Это чувство, когда все получается, когда мы чувствуем себя в гармонии с собой и миром. Здесь потребность этой эмоции в продолжении позитивного опыта, в общении, в желании поделиться этим состоянием. И, конечно, вспомним ту чистую, неприкрытую радость, когда вы потеряли какую-то вещь и внезапно ее нашли. Эмоция отвращения– это послание, которое говорит, это вредно, неприемлемо, или мне это не нравится, я хочу от этого отдалиться. Отвращение помогает нам избегать токсичных вещей, как физически, например, испорченной еды, так и эмоционально. Если вы испытываете отвращение к лжи, манипуляции или несправедливости, то это сильный сигнал о нарушении ваших ценностей. И потребность здесь в чистоте, безопасности, соблюдении ценностей, дистанцировании от неприемлемого. Это как когда кто-то рассказывает очень неприятные детали, а вы не знаете, куда деться. Эмоция удивления. Это короткая, но мощная эмоция, которая кричит, что что-то новое, нужно быстро получить информацию и адаптироваться. Удивление очищает наш разум для восприятия новой информации, когда происходит что-то неожиданное. А что, так можно было, что ли? И здесь потребность в понимании, осмыслении новой информации. И такое состояние можно узнать, например, в момент, когда вы узнаете совершенно невероятный факт, например, о своем знакомом. И здесь эмоция удивления вам гарантирована. Эмоция презрения. Эта эмоция связана с чувством морального или социального превосходства над кем-то, кто воспринимается как недостойный, плохой или низкий. Презрение сигнализирует о нашем убеждении в неправильности чьего-то поведения или установки. Теперь понимаете, каждая из этих базовых эмоций– это не случайный сбой, а адресное послание. Это как азбука Морзе вашей психики, которую можно научиться читать.
Но вы, возможно, спросите, если базовых эмоций так мало, то почему тогда в языке сотни слов для описания чувств, как обида, разочарование, тревога, вина, стыд, зависть, ревность? Дело в том, что все эти многочисленные названия – это, по сути, оттенки, комбинации или более сложные переживания, построенные на основе базовых эмоций. Например, обида – это часто смесь грусти от несбывшихся ожиданий или потери справедливости и гнева на того, кто обидел. А еще существует очень важное понятие в психологии, как рэкетные эмоции. Представьте ситуацию. В детстве вам запрещали злиться. Вам говорили, хорошие девочки не злятся или мальчики не должны кричать. Аутентичный, искренний гнев, который возникал в ответ на нарушение границ, был под запретом. Он был позорным или неправильным. И что происходит? Психика адаптируется. Она учится заменять запрещенную эмоцию на ту, которая социально одобряема. Например, вместо гнева человек начинает постоянно расстраиваться. Или же вместо злости, когда его обижают, он просто грустит. Или же вместо того, чтобы чувствовать естественный страх, например, перед выступлением, который может мобилизировать силы, человек испытывает стыд за этот страх, подавляет его, потому что в его картине мира бояться позорно. Рэкетные эмоции – это как фальшивые деньги, которыми мы пытаемся расплатиться за свои истинные потребности. Они не помогают нам решать настоящую проблему, потому что маскируют подлинное сообщение нашей психики. Если вы расстраиваетесь вместо того, чтобы злиться, вы не устанавливаете границы, а просто грустите о том, что они нарушены. Если вы чувствуете вину вместо грусти по поводу потери, вы наказываете себя, но не даете себе пережить горе. Это то самое неискреннее проявление, о котором мы говорили ранее. Понимание рэкетных эмоций – это огромный шаг к освобождению. Это позволяет нам добраться до истинных чувств, которые спрятаны под этой маской, и, наконец, правильно на них отреагировать. Так что же делать, если вы поняли, что глушите свою приборную панель? Как научиться слышать этот секретный код эмоций, особенно если он замаскирован рэкетными эмоциями? Во-первых, дайте себе разрешение чувствовать. Это первый и самый важный шаг. Признайте, что все эмоции нормальны и имеют право на существование. У вас есть разрешение грустить, злиться, бояться. Эмоции – это не вы, это всего лишь сигнал. Во-вторых, остановитесь и прислушайтесь к телу. Эмоции всегда проявляются на физическом уровне. Подумайте, где в теле вы чувствуете гнев? В кулаках, в челюсти, в солнечном сплетении. А где грусть? В груди, в горле. Попробуйте локализовать это ощущение. Следующий шаг. Назовите эмоцию. Как только вы почувствовали что-то, попробуйте назвать. Я сейчас злюсь, мне сейчас грустно, я боюсь. Простое называние уже снижает интенсивность и делает эмоцию более управляемой. Следующим шагом спросите себя, о чем это для меня? Задайте себе этот вопрос. Если вы злитесь, то чьи границы нарушены? Если грустите, то что вы потеряли, чего вам не хватает? Если боитесь, то какая угроза на самом деле есть? И главный вопрос. Это ли истинная эмоция? Или я чувствую то, что положено, вместо того, что на самом деле кипит внутри? После того, как вы расшифровали послание, следующий шаг – это действие. Подумайте, какое адаптивное действие может вам помочь. Если вы определили гнев, нужно установить границу, поговорить. Если грусть, то дать себе время, попросить поддержки, отдохнуть. Это не пробить подушку, хотя иногда и это может быть выходом. Это про осознанное реагирование на ваш сигнал. Поделитесь в комментариях, какая эмоция для вас самая сложная для расшифровки, или какое послание ваших эмоций вы игнорировали дольше всего. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и продолжить свой путь самопознания.